И где вы думаете, я нахожусь? Я нахожусь на заправке Lukoil. А все потому, что я сейчас еду за новым выхлопом для Harley Davidson Breakout. Смотрел я Авито, разные сайты. Нравился мне один выхлоп производителя Vance Hines, но никак я его не мог найти. Писал в разные компании, которые занимаются привозом запчастей. Ответ был приблизительно очень похожий, из разряда, что мы его не привезем, либо привезем задорого, а вообще Vance Hines уже не производит такой выхлоп. Смотрел на вторую и смотрю, продает человек мотоцикл с таким выхлопом, кучей тюняшек. И в какой-то момент он решил привести мотоцикл в сток и продавать все ништяки отдельно. Мы с ним списались, пообщавшись, в принципе, договорились по поводу цены. Но находится он недалеко от Москвы, поэтому было принято решение поехать в сторону Москвы, посмотреть выхлоп вживую и, может быть, какие-то еще ништячки подберем. Я думаю, что мы его заберем. Выхлоп прикольный, 2 в 1, фотографии приложу, как он выглядел. Изначально искал именно такой выхлоп, но так как выбор не особо большой, купил я слепоны Reinhardt на Harley Davidson. Не могу сказать, что они меня сильно не устраивают. По звуку, в принципе, прикольно, все классно, но вот хочется с эстетической точки зрения именно выхлоп вот именно вот этот. Поэтому поедем сейчас, доедем, посмотрим, в каком он состоянии. По идее, мы созвонили с человеком через видео, он показывал, все очень довольно неплохо и в идеальном состоянии. Так что дальше еще буду выкладывать видео, как это все происходит. Может быть, не буду выкладывать, может быть, уже по итогу. Но, тем не менее, процесс сейчас снимаем. В общем, продолжаем. Ну вот, сокровище. Короче, забрал выхлоп. Привез его сразу к Лехе в сервис. Мотоцикл чуть попозже пригоню. Надо еще прокладки заказать. Через который будет соединяться выхлоп и... Ну, подсоединяться он к цилиндрам. То есть старые прокладки по-любому надо будет убирать и ставить новые. Чтобы все было герметично, красиво. Чтобы все было как надо. Да, ну какая подарочек, не мне. Ладно. Давай, давай, откроем, что. Даже Лехе интересно стало. Да, очень интересно на самом деле. Что ты там намутил? На самом деле, стандартный, 2 в 1. Но вот по стилю и хромовому исполнению вот. Так, барабанный грош. Он там как-то называется, я не знаю, там что-то high output, что-то есть Pro Pipe, но Pro Pipe он, по-моему, длиннее пушка. Такой же. Да. Аннигиляторная пушка. Да класс. Мощный, конечно, выглядит. Суперский. Ну, поздравляю вас. Вечер, суббота, и наконец-то все компоненты собраны. Приехал опять к Лехе в сервис. Будем сейчас устанавливать выхлоп Vance Hines на Breakout. Все упиралось только в то, что мне должны были прислать новые прокладки между цилиндром и коллектором, потому что при замене выхлопа их нужно 100% менять, чтобы все работало четко. Так, приехали в Потату. Леха пока сейчас занимается, там доделывает мотоцикл. Я думаю, что в ближайшее время начнем. Ну и в процессе, думаю, вам покажу, как все это выглядит. Кстати, такой момент, то что я до этого снимал выхлоп, вот эти слепоны Reinhardt, теперь они будут в продаже. Поэтому, если кому что-то требуется, можете написать, ну или ищите их на Авито. В пользовании они были около месяца, в идеальном состоянии. Ну, только вот сниму их, и все, будут лежать, ждать своего нового владельца. Так что, если кто-то хочет выхлоп и не хочет сильно заморачиваться, у кого-то такой же, допустим, Breakout или другие модели, на которые этот выхлоп подойдет, можете написать, договоримся. Так. Леха пока
трудится. Вот. Работа человека. Но это еще не все. Хочу, кстати, поделиться таким моментом. У человека, которого я забирал выхлоп, у него был такой же брейкаут. Он его привел в сток, потому что собирается продавать, а все тенячки продавал. Выхлоп я у него забрал, а также, когда приехал, посмотрел, у него было много других тенячек такого навесного, как подножки оригинального харлеевского, как эта коллекция называется, по-моему, Willy G. Все в тематике. Я когда покупал Breakout, мне эта тематика, именно вот эта Willy G, очень понравилась. Но потом со временем появилась какая-то насмотренность, и что-то вот не понравилось. Но все эти вещи, все это надо трогать вживую и смотреть, как это все выглядит. То есть я вот сейчас элементы эти поставил, подножки, кстати, не в хромовом исполнении, вот эти крышечки, такие с черепушками, и все очень гармонично смотрится. Вот сила оригинала. Ручки, если сравнивать со стоковыми, то они пошире, в руке сидят очень прикольно, ну и в тему, мне кажется. Здесь крышка, и здесь теперь нет надписи 103 двигатель, но есть черепок. Как сказал мой друг, черепа на Харлее — это зашибись. В общем, выхлоп сейчас поставим. Будет больше хрома, больше блеска. Араи. А ось ты поставил, да, не было? Это China Quality, Алиэкспресс и все такое. Подножка здесь неестественно, не по-харлейски выкидывается, честно говоря. Может, не от него? Удобно. А, удобно? Так, что, он просто подостынет немного. Ну, наверное. Минус 15. Вторая. Да, где его пошукать? Там. Вот здесь стержень. Как стержень убираешь, сюда его выкладываешь, выкладываешь. Все. Почти полдела сделано. Да, полдела. Полдела, когда мы весь снимем. Сейчас половину. Все. Так, ну что, полдела сделано. Старый выхлоп убрали. Осталось только вот это крепление. Кстати, вот эта соединяющая труба, кстати, которая объединяла старый выхлоп в единое целое. Все, сейчас будем ставить новый выхлоп. Глаза не смотри. Посмотрю. Да не смотри. Серега, значит, можно считать, да? Мне нельзя. Это называется, когда твой выхлоп нравится не только тебе. Да, считаю. Ну что, поставили? Вот так выглядит. Все в хроме. Пишет, все хотят его один. Конечно. Сейчас подсоединим клеммы и будем пробовать заводить. Запускать. Запускать.
Где ключ у тебя? Ключ, да. Первый запуск. Ключ вот. Ну что? Let's go. Ну чё, Лёх? Ну да. Я не пойму. Прямо аж сюда пробивает. Ну попробуй. Ну давай. Не, он прям пробивает. То есть я здесь стою, прям в меня выхлоп прям так это довольно бьет сильно. Что ты там? Узрел. Дымится? Путь ноги на тебя закидывают. Так, таких вещей не надо говорить. Под запись. А я не пущу, может ты. Не, ну. Ну, ножку поставим. Что, попозже. Пока так есть. А то еще не заведется. А, ключ? Вот. Да. Ну-ка, стой! Ну попробуй. Ну, соблазн. Я, по-моему, все услышали. Да, я слышал, как ты уехал. Ну что, быстрее начал ехать? Однозначно. Не, реально как, нет вот этих вот там резонансий, вот этих вот звучков, не? Я не знаю, просто проехался, кайфанул и все. Я ничего не слушал. Мне было заеб... Ну, сейчас я сюда подъезжал, он стрельнул. Да. Стрел был. Да ты когда вот уезжал туда, прям вдаль, прям слышно было весь маршрут. Я старался, чтобы меня было слышно. Ну что, ребят, новый выхлоп на месте. Посмотрите на эту хромированную базуку. Согласитесь, выглядит шикарно. Что говорит эта эмблемочка? Эта эмблемочка говорит, что это очень крутой выхлоп. Этот выхлоп я хотел с самого начала, как только купил этот мотоцикл. Но этот выхлоп не только выглядит шикарно, он и звучит шикарно.
что касается звука, если его сравнить с моим предыдущим выхлопом, это слепоны от Reinhardt, этот выхлоп, он на холостых звучит, возможно, чуть-чуть потише, но такое у него бархатное звучание, он более басовитый. Reinhardt слепоны звучат очень хорошо, но у них звук такой, оттенок прямотока, чуть-чуть такой металлический. Тоже прикольно, но мне это нравится больше. Если откручивать ручку газа, этот выхлоп звучит гораздо громче. И звук такой довольно плотный, качественный. Reinhardt тише. Так, что еще можно сказать? Выхлоп на месте, мотоцикл пока еще не прошивал, хотя по-хорошему, чтобы топливная смесь была правильной, мотоцикл надо шить. Также у человека, у которого я забирал этот выхлоп, я купил еще фильтр нулевого сопротивления от Scream Eagle, который вставляется в родной корпус фильтра. Это я установлю попозже, я думаю, что это уже сюжет для следующего видео. Установим, прошьем, посмотрим, как по ощущениям. Кстати, установил выхлоп может быть, это субъективно, конечно, но мотоцикл стал легче раскручиваться. Мне кажется, чуть-чуть крутящего момента прибавилось. Не знаю, немного, но едет он подинамичней. В принципе, что? По поводу выхлопа я уже все рассказал. Сейчас попробуем мотоцикл завести, прокатиться. Возможно, камера передаст звук, насколько это возможно. Но лучше слушайте в наушниках, потому что снимал на GoPro с любым микрофоном. GoPro записывает звук не так качественно. На iPhone микрофон все-таки получше. Проедемся, посмотрим, видео вставим. Просто зацените.